Привет всем! Сегодня у нас ролик про то, как котик отстаивает свои интересы и борется за свои неотъемлемые права. А что произошло? Что же нарушило права котика? Произошла осень. То есть закончилось лето на даче, и котика погрузили, совершили насилие над его кошачьей личностью, упаковали в перевозку, потом в машину. В машине, правда, его выпустили, он на заднем сиденье провел время и притащили в Вену. Вот чего его лишили. Подписчики меня просили показать метельчатую гортензию, именно осенний вид, еще раз. Она в таком уже темно-темно-бордовом цвету. И это у нас был октябрь. Котик Вилли, здесь у него были мыши, здесь у него было вообще все, укрытие, наблюдательные пункты. Короче, здесь у него была вся его осмысленная кошачья жизнь. И вот этого его уже не первый год лишают. Просто ввиду того, что осенью, во-первых, не очень комфортно на озере, более комфортно в Вене. Кроме того, у папы с мамой могут быть какие-то дела, они отдыхать куда-то ездят, какая работа появляется. Соответственно, котик существо подневольное, его берут, пакуют и отвозят. Что и произошло в очередной раз. Соответственно, котик лишился мышей, протеина. Котик лишился нормальной охоты, а охота у него было такое всепоглощающее развлечение. На канале есть несколько роликов, посвященных охоте кота Вилли, как он это, с каким увлечением, с толком, с расстановкой он занимается охотой. На что охотиться в квартире в Вене, мышей там нету. В общем, это потеря привычного рациона в каком-то плане, потеря привычных развлечений. В общем, котик считает, что его права коренным образом нарушены. Соответственно, мы с вами посмотрим, как он пытается в Вене восстановить свой привычный образ жизни. Например, сон. Днем он спит, а на озере он спит на крыше гаража. Смотрите, где он спит здесь, в квартире. Это шифоньер. То есть утром он позавтракает, сделает все необходимые свои ритуалы, выполнит. И потом отправляется спать. Я как-то открыл шкаф, и смотрите. Он там на мягеньком устроился и давит по снам. Молодец. Второй момент насчет питания. Котик считает, что это важнейший момент. Кстати, он каждую зиму он у нас немножко набирает, потом немножко сбрасывает. Зимой это неименуемо, потому что он не тратит калорий на свою охоту, на свои прыжки. Тем не менее, в кухне он проводит огромное количество времени. То есть в кухне он контролирует нас. Ключевой момент тут, естественно, креветки. Креветки, когда только из морозильника, они в этих шкафчиках, дверки вы видите, она доходит до какого-то растаявшего состояния, после чего перекочевывает в холодильник. И котик сидит, периодически поднимает нос и нюхает эти дверки. Потому что он знает, что там, они, видимо, там запах остается, пахнет креветками. И холодильник тоже рядом. То есть котик на абсолютно ключевой позиции. Стоит мне мимо пройти, я прохожу мимо, смотрю, он пулей на кухню и уже на столе сидит и намекает. Смотри, там, говорит, давай, смотри, нюхает. Давай, доставай, и все. Я, как с ним разбираюсь. Естественно, никаких креветок не напасешься, да ему не полезно, слишком много их есть. А я эти огромные патагонские креветки, то есть одна режется на 4-5 частей. То есть она оттаивает, после этого я отрезаю там где-то сантиметр. Немножко этого соку, который он вылизывает, вышмактывает. И ему есть такие совсем маленькие мензурки пластмассовые. И он
Издевательство, конечно. По сантиметру ему вот эту креветку там 4 раза одну скармливаем. Но это хоть какой-то шанс от него отбиться, потому что натиск с его стороны, меня он просто преследует, Ирину он кусает за ноги. То есть он считает ее очень полезным активом, которым надо, в общем-то, активно управлять. Вот. Управляет он через кусание ног, ну и вот такие методы применяет. Ну вот видите, вот у него типичный маршрут, на стол прыгнул, вон там Ирина. Вот. И отсюда он заходит для наблюдения. Это еще одна ипостась. Котик у нас наблюдатель. Что там во дворе делается, да? Вот. А что там за окном? Там внутренний двор. Там на балконе соседнем бывает собакин. Вот. Это возмутительно, котик недоволен. А потом там порхают птички. Там такие деревья, плющ и довольно много каких-то мелких птичек. А кот за ними тоже наблюдает. Что он сейчас вечером, уже темно, что он сейчас там пытается увидеть, я не знаю, но вот. И вот потом он перекочевывает сюда к раковине. То есть, если я беру креветку, чтобы ее там отрезать кусочек и ему дать, вот на каком бы столе я это ни делал, он кругом как бешеный. Ну, естественно, мы потом протираем. После него все это протирается, хотя он чистый, ну, ему грязь-то неоткуда брать. Вот, но мы стол, естественно, перед тем, как садиться кушать, мы протираем. Вот. И вот это давление с его стороны, оно просто трудновыносимое. При этом он делает такое доброе лицо, вот смотрит так. Стоит мне сесть, и он рядом. С Ириной он вообще все время рядом. Вот спать ложится рядом все время. То есть он такой, если в доме как бы он значительную часть времени занимал себя сам. Вот смотрите, там вот маленький кусочек креветки. Вот сейчас он. Вот маленький кусочек креветки. Обоняние, что ли? Вот уже ешь. Вот же уже, вот. Ну, котику приходится он показывать. Вот. То есть в доме он сам себя занимал значительную часть времени. То вот спать уходил куда-то там на крышу, потом он охотился, ходил, где-то там ложился на камни, наблюдал за происходящим. То есть мы были осчастливлены его вот таким тесным присутствием, в общем-то, час-другой в день, не больше. А здесь, в квартире, он взял нас, так сказать, в клещи, в тиски. И здесь мы у него под постоянным неусыпным контролем. Вот. И все это сводится к вымогательству каких-то благ, каких-то развлечений. То есть он требует, чтобы с ним играли. У Ирины вот есть там палка с веревкой. Вы увидите, потом в конце будет. Он требует, чтобы с ним играли. То есть котик говорит, вы меня, говорит, сюда приволокли зачем-то. Это ваша проблема теперь. Теперь извольте мне то, к чему я привык, то, что мне положено, а все это выдайте. На самом деле, котик абсолютно террорист в этом отношении. Вот смотрите, лежит, хороший такой. Причем у каждого, естественно, есть свои роли. Роль Ирины, просто незавидная. То есть к ней он применяет настоящий террор и следует неотступно, просто вот постоянно ее преследует. А у меня роль такая, вот если я мимо прохожу, я могу запереться у себя в кабинете, что я делаю. Вот я закрою дверь в кабинете, а он стучит. То есть он берет лапами ее толкает. Я это слышу. Раньше я подходил, открывал дверь там, с котиком. Сейчас я уже просто закрываю на ключ и терплю, включая звук погромче. Котик долбит дверь, а потом начинает орать. В какой-то момент, конечно, у меня сердце не выдерживает, я выхожу, беру на ручки иногда, ношу этого слона. Котик делает все для того, чтобы мы поняли, что вот так поступать, увозить его из дома в какие-то там квартиры не надо, что это неправильно.
чтобы нам самим это как бы боком выходило. Посмотрите. Что это за шнурок висит? Да. Шнурок висит от камеры, да? А что делать? В том числе он смотрит с нами телевизор, так же, как он делал это на озере в доме, так же в квартире, все это вместе. И наблюдение. Вот. В плане наблюдения котик, конечно, Балкон выпускает лабораторию иногда. Вчера смотрела Цветы. в окно и увидела. это его любимый трюк, это он с детства пьет воду из цветов. Причем проводили эксперимент, ставили все меньше емкости. В конце была рюмка, маленькая такая рюмка, ну стопка фактически. И в ней маленький цветочек. И он умудрялся пить из этой стопки. Ирина предлагает сделать как-нибудь такой сюжет, поставить, менять просто большую, меньше, до самой маленькой и заснять все вот эти его упражнения. Я, наверное, как-нибудь подберем емкости, я это сделаю. А почему он пьет оттуда, не знаю, что уж у него. Самое печальное, что он иногда пытается, как положено мейн-куну, разогнать там листья лапой. То есть он лапу засовывает в эту вазу и начинает болтать. Естественно, ваза падает. То есть у нас несколько случаев уже было подобных. Вода разливается, он сам этого боится, когда ваза падает, на него же тоже вода попадает. Поэтому он в последнее время как-то перестал. Раньше мы такую вазу с цветами мы ставили на пол, чтобы не получалось, что она потом полетит со стола. Но в последнее время он как бы стал с большим пониманием относиться к процедуре. Перестал лапу совать туда в вазу. Хоть и это хорошо. Из вазы, куда бы вазу не поставили с цветами, если гвоздички. с цветами, везде будет Ирина больше розы любит, но розы там с колючками. А зная, что котик пьет, с колючками ему не надо. Это он в спальне на ковре. Вообще он выбирает места, где лежит, или он лежит на ковре, или там, где проходят трубы, под кафельный пол, там где-то проходят трубы, где-то есть теплые места. По котику можно четко, где он лежит, значит там проходит какая-то труба и теплое место. Он на кухне. На кухне он тоже, он постоянно лежит в этой части, в этом месте. Причем там разница температуры может быть какая-то полградуса. Он все чувствует. Глаза голодные, господи. Смотрит, сиротиночка. А задача на самом деле непростая. То есть давать ему все, что он хочет, при том, что у него ограниченная подвижность сейчас. Это получить там 2-3 килограмма лишних. А у него и так веса лишнего хватает. Смотрите, он как стоит, Илья Муромец. Пойдешь налево, пойдешь направо, он решает. Задача выбора. Везде двери открыты, куда идти. Он еще не решил, чем он сейчас собирается заниматься. Котик сидит тут на перепутье, не знает, в каком направлении идти. Хвост показывает такое нетерпение, неуверенность некоторую. Сидит, а не знает. Но он сделает все, что запланировал. Просто это вопрос выбора очередности, да, котенька? Решил. Я, говорит, сначала полежу, подумаю. Сейчас у нас тут котиком сеанс. Что такое? Возить его туда-сюда. То есть у нас поездки сейчас продолжаются, мы периодически отъезжаем на озеро. Но его возить каждый раз с собой, для него это каждый раз стресс. Это дорога, он потом день у него уходит на акклиматизацию, на привыкание, на обидки всякие. Поэтому мы его привезли сюда, он сидит, это в спальне, он наблюдает за противоположным домом. Он наверняка знает уже соседей. Он еще делает такое, что он слушает. Он сидит возле входной двери и слушает. Он иногда собак водит, которые лают, иногда люди ходят. Он уже по слуху, я уверен, знает всех соседей, кто когда приходит, у кого какая походка. То есть какой массив информации у него в голове, иногда страшно подумать. Просто страшно подумать.
Другое дело, как он ее использует. И использует ли он ее вообще. Ну, хотя вот при охоте он свои вот эти наблюдения все использует. Вот, все, насмотрелся, сделал выводы, все, пошел дальше. А вот мы смотрим телевизор. Котенька изволит играть. Вот. Ну, его игры это тоже, вот это не такой котенок, который весело там бегает за шнурком, там как сумасшедший, нет. Вот это сидит, он 5 минут сидит, смотрит, потом он делает движение, потом опять сидит, смотрит. То есть вот с ним играть, это надо иметь просто какое-то невероятное, вот он, сполз, надо иметь невероятное терпение, а потом он разыграется, может быть даже побежит куда-то там, встрепенется. Но этого запросто там 5 минут придется ждать. Короче, котик, вот, все, пошел, хвост поднял, гордый. А котик в квартире это, конечно, ну, тихий ужас, тихий кошмар. Ну, что поделать, что поделать. До следующей весны, до следующего дачного сезона. На этом все. Кликните котика, подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк. И успехов вам!